После 99 неудачных попыток спасти свою дочь, каждая из которых заканчивалась ее смертью, он сдался. Все началось, когда человечество превратилось в зомби и мир рухнул. Отец сделал все возможное, чтобы защитить свою любимую дочь, но был бессилен. Вскоре они оба отправились на небеса. Вместо того, чтобы обрести покой, он был призван богиней, которая даровала ему 99 жизней. Проще говоря, он мог умирать 99 раз и возвращаться снова и снова, чтобы попытаться выжить. Он начал свой путь с нуля, чтобы защитить дочь. И так продолжался этот порочный круг. Он умирал и возвращался назад во времени. Каждый раз, когда он возвращался, он старался сделать все лучше, чем в прошлый раз, но все равно терпел поражение. Но даже после этого суперпапа не терял надежды. Он упрямо цеплялся за единственную цель, которая была у него в голове. Даже если бы ему пришлось повторять этот адский цикл десятки тысяч раз, он бы с радостью это делал, пока у него был шанс спасти дочь от этого кошмара. В предпоследней попытке он наконец добрался до укрепленного убежища, где мог бы найти защиту под охраной военных. Но когда он туда добрался, его дочь уже исчезла. Вместо того, чтобы покончить с собой и начать все сначала, он смирился с этой трагической судьбой и прожил остаток своих дней как обычный человек. Но даже спустя столько лет он все еще мечтал спасти дочь. В конце концов, отчаявшись воссоединиться с ней, он покончил с собой, использовав свой последний шанс спасти ее. Стоя там после возвращения, готовый двигаться дальше, он вспоминает, как однажды добрался до убежища в Дижоне. Но тогда он не смог добраться туда живым вместе с дочерью. И все из-за его прошлых ошибок. На этот раз он готов. Опираясь на весь свой опыт, который он получил во время этого жестокого путешествия, он убеждает себя, что больше не повторит своих ошибок. Он осторожно открывает входную дверь, решив наконец отправиться в Дижон, но реальность оказывается совсем не такой, как он ожидал. В отличие от предыдущих попыток, когда вокруг было чисто, сейчас его порог завален трупами. Вся улица кишит зомби, словно это распродажа туалетной бумаги в Черную пятницу. От такого поворота событий он застывает в шоке. Ведь за 99 попыток он ни разу не видел ничего подобного. Зомби даже не дают ему закончить внутренний монолог, они уже набрасываются на него. Его дочь выводит его из ступора. Он быстро заталкивает ее обратно в дом и захлопывает дверь, жертвуя собой, чтобы дать ей немного времени. Она умоляет его открыть дверь, но этот крутой парень твердо намерен справиться с этим в одиночку. Даже когда его плоть разрывают на части, он стискивает зубы. Ничто не может поколебать его решимость, ведь он зашел так далеко. После почти 99 смертей его не пугает еще одна. В голове проносятся образы. Теплые воспоминания о том, как он был близок со своей дочерью, когда она была совсем маленькой. Он так же сильно любит ее сейчас, как и тогда, когда обожал ее в детстве. Эта нерушимая связь придает ему решимости. Он не хочет умереть жалкой смертью от рук этих проклятых монстров. Что-то внутри него пробуждается. Нечеловеческая сила наполняет его тело. Одним мощным рывком он поднимает на плечи десяток зомби и раскидывает их, как мешки с мусором. Кажется, что папа-домосед превратился в супергероя, которого питает чистая любовь. Один из зомби решает, что это хорошая идея, и бросается на него. Но он быстро понимает, что ошибся. Папа раскидывает орду как бумагу. Когда один из зомби кусает его, он отвечает тем же, но в 10 раз сильнее. В то же время он пробивает кулаком грудь другого зомби, а затем, подпрыгнув, швыряет его на землю, как чертов метеорит. Даже те, у кого не осталось мозгов, понимают, что связались не с тем папой. Теперь он сражается с зомби, и его тело выглядит так, будто оно создано для войны. Одного взгляда этого преданного отца достаточно, чтобы нежить в страхе отступила. Тем временем его дочь успокоилась в доме. Ворота со скрипом открываются, и внутрь проникает свет надежды. От увиденного за дверью у нее замирает сердце. Перед ней стоит ее отец, живой, сильный и мускулистый, как греческий бог. Его накачанное тело излучает силу и ауру, от которой у одиноких мамочек по всему городу подкашиваются колени. На 7-й день после вспышки мы переносимся в столицу Сеул. В районе Мапа есть продуктовый магазин под названием Амарт. Почему это важно? Потому что в следующей сцене мы видим группу солдат, которые сердито охраняют вход и спрашивают, как двум выжившим удалось добраться сюда, когда весь район кишит зомби. Мин Сок подходит ближе, а у главного солдата от злости вот-вот голова взорвется. Кстати, все они сейчас целятся в нашего парня, готовые выстрелить в любой момент. Командир спрашивает, что случилось с лицом нашего парня, и забавно заключает, что Мин Сок должно быть какая-то знаменитость, раз носит такие крутые солнцезащитные очки. Это забавное заключение, но думаю, оно благоприятное.
В этой истории появляется злодейка-капитан и приказывает им убираться. Эту женщину называют черной вдовой, и я думаю, что после смерти в «Мстителях» финал Наташа перевоплотилась в эту историю. В любом случае, Чихири настроена решительно и не доверяет им обоим, заявляя, что здесь они не найдут убежище, поэтому им нужно уходить. Она даже тычет пальцем ему в лицо, чтобы сказать «отвали», но, к удивлению двух его больших поклонниц, Мин Сок хмурится из-за ухудшения состояния его дочери. Он утверждает, что после недели бесцельных скитаний у дамы обострилась астма. Короче говоря, он умоляет ее спасти его дочь и благодаря своему актерскому мастерству, достойному Оскара, говорит, что готов пожертвовать своей жизнью, лишь бы защитить своего любимого ребенка. Его проявление нежности к дочери на мгновение избивает капитана с толку, а потом он злится. Даже умник, с которым мы уже встречались, считает, что это глупый поступок со стороны Минсока. Особенно учитывая, что их капитан – хладнокровный грубиян, которому плевать на чужие чувства. А потом мы переходим к самой забавной части главы. Умник поворачивает голову, и у него отвисает челюсть, когда он видит жалкое лицо капитана. Девушка едва сдерживает эмоции, услышав эту историю, и в итоге меняет свое мнение. Херри разрешает им двоим присоединиться к выжившим, оправдываясь тем, что им нужна помощь. Но все знают, что дело не в этом, потому что в глубине души она кажется мягкой. Но давайте разберемся, что же произошло на самом деле. Видите ли, этот Мин Сок – настоящий газлайтингер, и я серьезно. Бро на самом деле улыбается, видя неизменную натуру капитана. Из предыдущих встреч с ней он узнал, что она отставной солдат, и все же Хьюри взяла на себя ответственность за спасение большого количества выживших и сделала все, чтобы защитить убежище. Внешне она самая жестокая женщина, которую только можно представить, настолько, что ее лучше всего сравнить с беспощадной змеей. Но на самом деле ее единственное слабое место – это история о родителях, которые жертвуют собой ради своих детей. Именно этим он и воспользовался в их встрече. Но даме чертовски зла на его поступок, потому что ей не понравилось, что он готов был бросить ее. Тем не менее, она продолжает притворяться больной астмой и кашляет, как дохлая крыса. Даже у солдата сдают нервы, но правда в том, что только Мин Сок знает правду. Он видит, что психическое состояние его дочери на нуле, даже хуже, чем раньше. Важно обеспечить ее безопасность. Больше всего его беспокоит то, что произошло 2 недели назад. Потому что только в этой жизни он столкнулся с изменениями в хронологии событий, произошедшими неделю назад. И еще он, которого укусили зомби и который каким-то образом получил суперспособности. Он словно стал чужим для своего тела, и теперь его уже не назовешь зомби. Давайте рассмотрим первые этапы выживания. Видите ли, в приюте много припасов и ресурсов, которыми они могут пользоваться. Кроме того, это место хорошо охраняется, что обеспечивает надежную защиту. Странно, но он обнаружил разрушенное здание рядом с приютом, потому что никогда раньше такого не видел. Солдат удивился его словам и даже назвал его предсказателем, будто он знает будущее или что-то в этом роде. В любом случае, он рассказал о том, что произошло 3 дня назад. Внезапно на них напала толпа зомби, и капитан, будучи самоотверженной, в одиночку заманила их в то самое здание. В здании, полном кровожадных зомби, эта женщина взорвала его с помощью заранее заложенной взрывчатки. Здание рухнуло, и все зомби погибли под его обломками. Сейчас они похожи на руины и пыль, потому что точно не встанут после этого. И даже если кто-то из них выжил, они не смогут выбраться из разрушенного здания. Внезапно солдат смотрит на Мин Сока, у которого кажется испуганное выражение лица. Сначала умник начинает смеяться, издеваясь над ним, мол, откуда ни возьмись появится зомби. Но вот ирония, как только он это говорит, из ниоткуда появляется огромный зомби. Толстый отец всех безумцев возвышается над маленьким солдатом, принимая устрашающий мутировавший облик. Умник превращается в безмолвную лужу, а братец, похоже, слишком увлекся и вот-вот это поймет. Здоровенный монстр поднимает руку и наносит сокрушительный удар, уничтожая человека одним ударом. Но это еще не все. Этот же зомби направляется к капитану Хиори и чуть не нападает на нее. Благодаря невероятным способностям к уклонению, злодейка успевает увернуться, а ее солдаты в шоке от вида зомби и задаются вопросом, откуда они вообще взялись. Приготовив свои отряды, она приказывает им открыть огонь по уродливому ублюдку. Солдаты начинают стрелять, но здоровенный Стив буквально пожирает все их пули и ауру одновременно. Чудовище издает оглушительный рев и бросается на солдат. Бойня начинается с одного удара, от которого погибают 3 людей Хиори.
Один бедолага остается беззащитным, напуганным до смерти, и по какой-то причине зомби решает использовать обе руки, чтобы размозжить его. К счастью, самоотверженная капитан отвлекает его своим рюкзаком и спасает его от опасности. Она напоминает клоуну, что нужно сохранять спокойствие, если он хочет выжить. Капитанша-злодейка погрузилась в свои мысли и пытается взять себя в руки, понимая, что они столкнулись не с обычным зомби. Ее главная забота – это магазин, и, вспомнив, что это безопасное место, она ведет выживших туда. Конечно, пока они бегут, Мин Сок пытается что-то сказать, но Юри велит ему заткнуться и не останавливаться. Проблема в том, что Дэми не успевает за ними, и это пробуждает в нашем парне отцовские инстинкты. Версия Нанами в стиле Гуччи поворачивается к куче зомби и, собрав все силы, бьет кулаком, пытаясь победить чудовище голыми руками. Давайте переключимся на Хиёри, которая хочет заманить монстра к специальной баррикаде, которую они построили прямо перед магазином. Баррикада такая прочная, что ее невозможно сломать, даже если это огромный зомби. Так он сможет задержать их, пока они не найдут слабое место монстра. Но тут она видит выживших, которые ждут на первом этаже, и ее охватывает ужас. Я сделаю паузу и полюбуюсь на этого парня, потому что он идеален во всех отношениях. В любом случае ситуация стала еще хуже, потому что остальные выжившие ждут здесь. Это меняет планы, и капитанша тут же останавливается, проклиная ситуацию. Она не позволит монстру навредить этим людям, поэтому собирается отвлечь его на себя. Вот как надо писать о крутой девушке персонажа. Но когда он поворачивается, чтобы посмотреть на Дэми, она удивляется, что ее отца нигде нет. Капитан приходит в ярость, потому что она приложила столько усилий, а отец Дэми просто бросил ее. Девушка указывает капитану в другую сторону, намекая, что Мин Сок там. Капитан в шоке, но все еще в боевой готовности. Он видит, как наш парень разбивает голову зомби, круша ее до тех пор, пока она не превращается в месиво. Наконец, Мин Сок добивает зомби одним последним ударом, и даже закаленные в боях солдаты теряют дар речи. Сцена настолько ужасная, что выжившие не могут на нее смотреть. Покончив с зомби, наш парень переводит дыхание, как будто он только что голыми руками не убил огромного монстра. Капитан Хири смотрит на него с подозрением и шоком, не в силах понять, что произошло. Мин Соку все равно. Первое, что он делает, это извиняется перед своей любимой дочерью за то, что нарушил обещание и открылся ей. Он открыто признается, что безопасность дочери для него важнее, чем его тайна, поэтому он и принял меры. Но теперь ситуация усложнилась, потому что Хири очень настороженно относится к этому человеку и даже направляет на него пистолет, спрашивая, кто он такой. Мин Сок снимает очки и представляется, выглядя при этом как чертов качок. Тот факт, что он зашел так далеко, очень беспокоит его любимую дочь, потому что она боится, что если он раскроет свою личность, солдаты его убьют. Сцена заканчивается тем, что Мин Сок называет себя экспертом по зомби, и это звучит очень странно. Его слова заставляют всех замолчать, а Хиёри и его дочь не понимают, что это значит. Мин Сок объясняет, что с начала апокалипсиса он изучал слабости зомби и то, что делает их уязвимыми. Именно поэтому он смог убить того здоровяка и теперь хочет помочь им. Сначала Хиёри смотрит на него с улыбкой, но потом приходит в ярость и приставляет нож к его горлу, показывая, что не верит ни единому его слову. Дами пытается вмешаться, но Хиёри говорит ей заткнуться, потому что все очевидно. Этот человек, будучи обычным человеком, голыми руками убил существо, которое казалось неуязвимым для пуль. Но еще больше подозрений вызывают его темно-красные глаза, такие же, как у зомби. Она подходит к нему вплотную и спрашивает, человек ли он вообще. И черт возьми, она почти готова его поцеловать. Папа зомби отрицает ее слова, говоря, что пули действительно нанесли ему значительный урон. Капитан в замешательстве, поэтому он добавляет, что зомби и так был чертовски слаб от пуль. Ему оставалось только добить его, нанеся последний удар. Этот класс зомби называется пожирателями. Они появляются, когда несколько зомби сливаются воедино. Черт, эти зомби вдохновляются слиянием из драконьего шара. Благодаря слиянию тел они становятся еще более прочными. Но несмотря на прочность этого зомби, у него есть одна слабость. Это шея. Пока он объясняет, Мин Сок понимает, что технически он не лжет, хотя обычные удары не смогли бы убить монстра. Хиёри смотрит на него, и он говорит ей, что у него генетическое заболевание, из-за которого в его глазах мало меланина. На самом деле это главная причина, по которой он закрывает глаза,
потому что знает, что другие люди смотрят на него странно, как сейчас капитан. Когда Хиёри успокаивается, Мин Сок берет разговор в свои руки и спрашивает, верит ли капитан, что он зомби. Капитан смотрит на него с беспокойством и недоверием. Несмотря на его слова, она не может избавиться от ощущения, что что-то в этом мужчине не так. Но даже в этом случае его убедило то, что если бы он был зомби, то потерял бы рассудок и не стал бы защищать свою дочь. Хиёри убеждается в этом и отворачивается, позволяя им обоим укрыться в торговом центре. Когда капитан Гая повернулась к нам, она напомнила Минску, что будет пристально следить за этим так называемым экспертом. Кэрри, чувствуя себя виноватой, на секунду отвлекается от потери своих людей. Двое солдат тут же подбегают к ней, чтобы проверить, в порядке ли она. Капитан не теряет времени и бьет одного из них по колену, отчего тот падает на землю от боли. Она делает это, чтобы наказать идиотов за невыполнение ее приказов. Из-за того, что они не эвакуировали гражданских в подземные помещения, они чуть не подвергли опасности всех выживших. Хиёри узнает, что эти клоуны запаниковали и забыли о ее приказах, но она еще больше злится, потому что их ошибка могла стоить жизни всем в торговом центре. Бросив на них грозный взгляд, она твердо заявляет, что в следующий раз убьет их, если они допустят еще одну оплошность. Сказав это, она уходит в расстроенных чувствах. Но, похоже, парень, которого она ударила, затаил на нее обиду, намекая, что в будущем что-то произойдет. В любом случае, давайте вернемся в торговый центр. Внутри выжившие отдыхают, включая Мин Сека и его дочь. Дами искренне рада, что ее секрет не раскрыли, потому что она испугалась, когда он заговорил. Она не может поверить, что ее папа может так убедительно лгать. Мин Сек говорит, что Хиёри не из тех, кого легко убедить, поэтому ему пришлось постараться. То, как он говорит о ней, заставляет Дами задуматься, знают ли они друг друга. Его слова пробуждают воспоминания в голове нашего мальчика. На самом деле, в большинстве случаев, когда он возвращался в прошлое, у него складывались очень хорошие отношения с капитаном, поэтому он так хорошо ее знает. Конечно, он ничего не рассказывает об этом своей дочери. Интересно, что Дэми удивлена, что ее отец знает, что такое блеф, потому что это слово знают только дети. Папа-зомби улыбается ей и говорит, что это она научила его этому. На самом деле, благодаря сотням прожитых вместе жизней, он многому у нее научился. Дэми очень впечатлена, хотя ничего не помнит, а ее отец решает пойти и принести ей что-нибудь поесть. Девочка искренне удивлена и изо всех сил пытается вспомнить, но ее растерянность и миловидность только радуют Мин Сока. Видишь ли, когда он получил свои новые способности, его дочь попросила его пообещать, что он сохранит свой секрет до самой смерти, потому что если они узнают о нем больше, они будут бояться его и причинят ему боль. Так они решили защитить его тайну, и на самом деле его дочь права. Мин Сок бродит по магазину и размышляет, зная, что если его личность раскроется, остальные выжившие впадут в панику. Немного погодя, он возвращается к дочери с едой. Но к тому времени, как он возвращается, она уже спит от усталости. Мин Сок укрывает ее одеялом, чтобы ей было тепло и уютно, а затем переключает свое внимание на более важную проблему. Зомби стали еще быстрее, чем раньше, и это не все, их сотни, они окружили его дом. Мутации продолжаются, и это всего лишь неделя после начала эпидемии. Все происходит так быстро, что ситуация становится все хуже. На самом деле ничего подобного не было ни в одной из его прошлых жизней, и это вынуждает его создавать еще больше переменных, чем раньше. Главный вопрос все еще не дает ему покоя. Почему зомби так быстро меняются? Чтобы ответить на него, у него есть предположение. Это из-за его собственного влияния. Сцена меняется на городской пейзаж, и за его пределами сотни мутировавших зомби приближаются все ближе и ближе. С каждым их шагом Мин Сок чувствует их приближение. Кажется, что вся Орда охотится на него и его дочь, чтобы покончить с единственным человеком, который может их остановить. Хотя он не уверен, боятся ли его зомби или их беспокоит его существование, неоспоримым фактом является то, что эти кровожадные ублюдки тоже считают его переменной. Он единственный, кто может его остановить. Что же делает наш мальчик? Он выходит за пределы города, встречая их до того, как они успевают вторгнуться. Стоя посреди пустоши, он приветствует собравшуюся Орду, ведь теперь ему будет намного легче с ними справиться. Мин Сок пришел с лестницей в руках, потому что, конечно же, наш парень должен выглядеть круто. Когда орда ужасающих зомби смотрит на него, он приглашает их начать представление. Но сначала он ломает лестницу пополам, вооружившись самым мощным оружием, которое сильнее любого пистолета. Мин Сок надеется закончить бой до того, как проснется его дочь, потому что ему нужно будет приготовить ей вкусный завтрак. Этот мужчина излучает такую уверенность, что у меня аж мурашки по коже. И, как вы можете догадаться, уродливые твари бросаются на него. Десятки зомби наваливаются друг на друга, чтобы добраться до него. В ответ мужчина с дредами бросается вперед, рубя и пронзая зомби с такой скоростью, что они даже не успевают среагировать.
Он расправляется не только с обычными зомби, но и с мутантами. Он разбивает им черепа, пинает их и бьет с такой силой, что ему достаточно одного удара, чтобы уничтожить зомби класса Пожиратель. Разделавшись с одним, он поворачивается к десятку других мутантов, которые пытаются его взорвать. Да, эти зомби тоже пытаются использовать Кай-взрыв. Но не волнуйтесь, потому что мужчина взбирается на самый верх и спускается вниз, создавая ударную волну, которая уничтожает всех зомби. Он достает свои верные топоры и рубит их еще быстрее. Секунды превращаются в минуты, пока он продолжает свою ярость. Шестирукий уродливый зомби пытается остановить его, но получает удар в лицо в стиле Гаджо Сатору. Мужчина отрубает ему голову с максимальной аурой, пока его дочь крепко спит. В следующей сцене Дами просыпается, потягивается и видит своего любимого отца. Да, тот самый мужчина, который, вероятно, уничтожил сотню зомби, вернулся еще до того, как она проснулась. И не только это, он еще и приготовил ей завтрак. Хороший завтрак с сердцем, полным любви к Деми, зная, что она, должно быть, проголодалась после всего, что произошло. Она очень рада и улыбается ему, прежде чем приступить к еде. В следующей сцене камера переключается на кабинет капитана. Его подчиненные пришли сообщить ему, что прошлой ночью они слышали какие-то странные звуки. Когда они прибыли на место, то были потрясены увиденным. Все зомби были убиты и исчезли. Он стучит по столу, спрашивая, как, черт возьми, такое могло произойти, и не начали ли зомби убивать друг друга. Солдат объясняет, что хотя он и не мог поверить в происходящее, он видел это своими глазами. За 4 часа все зомби в округе были уничтожены. Внезапно ей в голову приходит идея. Хайри предлагает собрать выживших, потому что у них наконец-то появился шанс сбежать из Марта. Перспектива меняется, и мы видим выживших, которые с удивлением смотрят на прекрасный тихий день. Хотя на улицах кровь, удивительно, что поблизости не видно ни одного зомби. Люди начинают праздновать, даже задаваясь вопросом, куда делись зомби. Один из них даже упоминает, что не слышно их рычания и воя. Все указывает на то, что, к счастью, все зомби покинули этот район. Это повод для радости людей, которые после начала апокалипсиса жили в постоянном страхе и наконец-то могут почувствовать себя в безопасности и расслабиться. Даже Дами растерялась и сказала отцу, что, может быть, зомби действительно исчезли. Но она не знала, что ее папа только вчера вечером решил проверить, не вернулись ли эти твари. Он надевает ей на голову шлем и говорит, чтобы она была осторожна. Мин Сок дал дочери только одно указание: что бы ни случилось, она не должна снимать шлем. Его слова намекают на то, что в будущем произойдет что-то ужасное, и дочь спрашивает, что он имеет в виду. Их разговор прерывает капитан Херри и ее люди, которые подходят к торговому центру с мегафоном в руках. Она поднимает его и сразу же объявляет о загадочной смерти всех зомби в округе. Она практически подтверждает, что зомби полностью уничтожены, и люди радуются и испытывают облегчение, что они в безопасности. Но тут они узнают о настоящем предательстве, потому что, сообщив эту новость, капитан говорит, что они все должны немедленно покинуть это место. Ее слова шокируют и сбивают с толку выживших, у которых наконец-то появилась возможность отдохнуть. Они возражают, говоря, что нет необходимости эвакуироваться, раз зомби больше нет. Тогда капитан решает сообщить им еще кое-что. Всего 3 дня назад они потеряли связь с другим подразделением, 2-й механизированной пехотной бригадой. Это была необычная бригада, потому что она пережила все ужасы в провинции Кёнгидо. Что еще более впечатляет, так это то, что у них есть настоящая бронетехника и мощная армия, которая может легко защитить выживших. Хотя ее слова звучат оптимистично, ее заявление вызывает у всех внезапную панику. Выжившие просто не могут смириться с тем, что им придется расстаться с жизнью из-за одного радиосообщения, которое они даже не могут подтвердить. У каждого из них есть свои претензии. Ахири уверяет их, что она знает кого-то с другой стороны. У командира отряда, которого зовут Синий Ястреб, есть надежный солдат. Я должен сделать паузу и полюбоваться его мускулистой спиной. Кажется, что у спины этого парня есть своя спина. В любом случае, проблема в том, что хотя Хири знает этого парня и полностью ему доверяет, этого нельзя сказать о десятках выживших, которые ничего не знают. Они просто не могут смириться с тем, что подвергают себя опасности из-за радиосообщения. Толпа выходит из-под контроля, и Хири тоже теряет самообладание. Она изо всех сил пытается объяснить, что они не переживут еще один налет зомби, если они вернутся. Но горожан успокаивает то, что они сейчас в безопасности, и они думают, что оставаться на одном месте – лучший вариант, потому что зомби не вернутся. Один из выживших возмущается и высказывает свое недовольство. Брат считает, что Хири принимает поспешное решение, основываясь на своих чувствах, потому что она женщина. Я думаю, что этот парень, наверное, учится у Эндрю Тейта, потому что какая тут логика? Такой простой и глупый подход заставляет остальных винить во всем Хири. Наконец-то, нарушив молчание, эксперт по зомби Гигачат прерывает всех леденящим душу напоминанием, что зомби вернутся, нравится им это или нет.
Тот же самый придурок, который только что назвал Хири неэффективным лидером, пытается возразить и нашему парню. Но папа Минсок просто смотрит на него и напоминает этому клоуну с IQ комнатной температуры, что, оставаясь здесь, они будут кормить новую орду зомби. Кстати, Минсок до смерти пугает этого парня своими жуткими картинами того, что произойдет на самом деле. Он называет этого парня придурком и оставляет его в шоке, так что даже его собственная дочь не понимает, что его напугало. Папа Минсок объясняет, что нет никакой гарантии, что они переживут переход к объединению с отрядом. Но его слова только вызывают страх и неуверенность у выживших, которые не хотят полагаться на то, что не гарантирует их безопасность. Чтобы сыграть на их слабостях, Минсок встает перед толпой и решает задать им вопрос. Что бы случилось, если бы эти ребята перестали получать помощь от солдат и не слушали разумные приказы? Его вопрос заставляет толпу задуматься, и они начинают спорить друг с другом. Внезапно некоторые сторонники Хири начинают верить в его подход, понимая, что у них нет шансов выжить в апокалипсисе с помощью солдат. Кларк Кент, который все это время слушал в своих очках, даже заявляет, что они выжили только благодаря помощи группы Хири. Один простой вопрос вернул им веру, и они начали радостно поддерживать решение своего лидера пережить апокалипсис. Хотя Хири добилась своего, она была ошеломлена произошедшим. Только что она была готова сорваться из-за недовольства толпы. Но тут появился этот так называемый эксперт по зомби и одним вопросом убедил всех следовать за ней. Теперь она думает только о том, чтобы узнать больше об этом симпатичном блондине, который творит чудеса. Забавно, но Мин Сок говорит ей, что не хочет никакой благодарности, хотя сам еще не поблагодарил его, намекая, что он читает ее как открытую книгу. Дело в том, что наш мальчик, папа Мин Сок, уже 100 раз попадал в опасные ситуации, и единственным способом выжить было договориться. Вот почему он знает, как вести себя с ними сейчас. В то же время он уверяет Хири, что делает это только ради безопасности своей дочери. Пожимая ей руку, эксперт по зомби говорит, что полностью доверяет ей и знает, что она приведет их к успеху. Женщина удивлена его нелепой верой в нее, но решает сосредоточиться на более важном и объявляет о начале операции по спасению. Назвав себя капитаном Чихири и их лидером, она обещает, что никто не останется позади во время этой миссии. И в следующей сцене, благодаря поддержке автобусов и других транспортных средств, они смогли проехать по залитым кровью дорогам. Мы видим, как Дами выглядит раздраженной, и я думаю, это либо из-за дурацкого шлема, либо из-за того, что она не смогла сесть рядом с отцом. Во главе операции стоит Хиори, которая старается избегать любой опасности на их пути. Наконец-то им удается пересечь реку Хан, что можно считать огромным достижением с тех пор, как начался апокалипсис. Хиори сохраняет спокойствие и говорит своим людям сосредоточиться, потому что у них есть другие проблемы, о которых нужно беспокоиться. Кстати, о проблемах. К сожалению, солдаты замечают вдалеке группу изнуренных зомби. Эти уродливые твари буквально карабкаются друг на друга, чтобы подобраться поближе. Капитан немедленно начинает операцию, как только видит зомби, и приказывает гражданским из команды С держаться правой полосы, а она со своими людьми будет двигаться по левой. Поскольку мы уже зашли так далеко, давайте поговорим об одной особенности зомби. Их слух гораздо лучше, чем зрение. Как можно использовать это в своих интересах, спросите вы. Что же, Хиори прекрасно демонстрирует это, бросая в зомби коробки с металлическими банками, ударяя их по лицу и создавая шум. Этот звуковой эффект вызывает у зомби серьезные проблемы со слухом, заставляя их кричать и становиться более агрессивными. Дело не в том, чтобы отвлечь их, а в том, чтобы заставить их преследовать машину. Хиори дает знак своим людям ускориться, убедившись, что они находятся на безопасном расстоянии, даже если зомби бегут быстрее. Единственная проблема – целая армия зомби-марафонцев пытается стать следующим Дэвидом Гоггинсом. Они едут так быстро, что нам приходится держаться от них на расстоянии. Капитан знает, что делать с этой огромной толпой, и приказывает своим людям ехать к мосту Сянсин. Мост уже разрушен, и теперь нам предстоит узнать вторую особенность зомби. Какой бы ни была ситуация, их единственная цель – преследовать людей. Умный капитан использует эту особенность, приказывая своим людям развернуться на 180 градусов, чтобы резко свернуть перед самым мостом. Тем временем зомби, которые несутся как сумасшедшие, не могут быстро остановиться. В результате вся толпа врезается друг в друга, а грузовик Гарри успевает развернуться и уничтожить всех зомби поблизости. Но толпа еще не уничтожена, потому что многие зомби все еще рядом. Это подводит нас к третьей особенности этих кровожадных уродов. Их самая слабая часть тела – спина. Проще говоря, нужно бить их по заднице, что и делает Минсук, когда выезжает на чертовом дорожном катке и размалывает их кости в пыль. Дорожный каток, прозванный королем строительной техники, отлично подходит для превращения зомби в лепешку.
Честно говоря, то, как этот парень управляет катком, наводит меня на мысль о редактировании ауры дорожного катка. Не могу сказать того же о зомби, которых наш парень размазывает по асфальту. Некоторые из них настолько глупы, что даже подходят к этой огромной машине, но погибают из-за своей ошибки. Зрелище массовой бойни зомби лишает Хиори и ее людей дара речи. Благодаря своим размерам Мин Сок может использовать эту машину, чтобы отогнать всех зомби к краю моста и даже сбросить их в океан. Затем сцена переключается на Деми и других гражданских. Как я уже сказал, похоже, ее беспокоит что-то, что произошло до их отъезда. Мы видим их разговор, в котором она была категорически против решения отца взяться за рискованную работу по оказанию помощи солдатам. Больше всего она боялась, что секрет Мина Сока случайно раскроется перед солдатами. К счастью для нее, сейчас он вернулся целым и невредимым. И да, он действительно вернулся целым. Забавно, но тогда он сказал ей, что будет просто помогать команде Хиори. Но теперь, когда он снова на этом проклятом катке, а вокруг разбросаны останки зомби, девушка не может подобрать слов. Капитан Хиори выпрыгивает из машины и приказывает всем спрятаться за ней, потому что она заметила, что сюда бегут несколько разъяренных зомби. К несчастью для них, каток продолжает ехать вперед, уничтожая всех зомби на своем пути и расчищая дорогу для гражданских. Выжившие успешно выбираются из опасной зоны. Наконец, после долгого сражения с зомби, они добираются до базы второй бригады. Давайте поговорим о самой бригаде. Это подразделение известно тем, что почти всегда выживает в течение долгого времени. Это важная веха в его миссии, прежде чем они доберутся до безопасного места в Дижоне. То, что они смогли добраться сюда всего за 8 дней, заслуживает похвалы. Но его отцовские инстинкты начинают брать верх, ведь если он позволит себе стать высокомерным из-за своей силы и прогресса, то все повторится снова. Дэми будет съеден, и он ничего не сможет с этим поделать. Даже в этой жизни он будет следовать той же схеме, что и в предыдущих, чтобы не допустить изменений. Для Мин Сока начинается настоящая битва, но пока его хвалят за то, что он спас всех. Хотя солдаты сами нашли дорожный каток, никто из них не умел им пользоваться. Тот факт, что эксперт по зомби, похоже, разбирается в этом, заставляет их задуматься, не работал ли он раньше на стройке. Мин Сок отрицает это и говорит, что научился пользоваться катком, чтобы выжить. Короче говоря, они добрались сюда без потерь, и капитан им благодарен. Забавно, но она благодарит его, но наш парень не унимается. Он дразнит ее и пытается добиться еще одной благодарности, но получает резкий ответ. Их разговор прерывает сержант Ли из 2-й пехотной бригады, который приветствует капитана с большим уважением и отдает честь. Он заранее знал о ее прибытии. Хари удивлена, что эти люди знают о ней, и сержант подтверждает, что они слышали об этом от полковника Ча. Сначала Хари ошеломлена, но сержант с улыбкой говорит, что полковник специально просил их встретить упрямую женщину-офицера. Это заставляет всех мужчин рассмеяться. Она смотрит на них убийственным взглядом и требует сказать, где находится полковник Ча. Ей говорят, что он у задних ворот, потому что откуда-то появились зомби. Это шокирует капитана, и она в ужасе слышит, что полковник отправился со своим отрядом, чтобы справиться с угрозой. Сержант успокаивает ее, уверяя, что ничего подобного не произошло, но почему-то нервно улыбается и отводит взгляд, намекая, что это еще не все. Понимаете, этот крутой полковник не пошел со своими солдатами. На самом деле он пошел один, потому что он чертовски крут. Давайте посмотрим на его сторону. Солдаты на сторожевой башне у задних ворот бригады наблюдают за происходящим и считают минуты до нового рекорда полковника. Они хвалят его за то, что он уничтожил зомби за 35 минут. Очевидно, этот парень предпочитает использовать холодное оружие вместо огнестрельного, считая, что топор — это лучший способ борьбы с зомби. Он усложняет себе задачу, чтобы получить больше удовольствия, и с удовольствием смотрит на их уродливые головы, когда отрубает их. Встречайте синего ястреба, который прославился своими подвигами и в настоящее время является командиром 2-й пехотной бригады. Солдаты боятся его безрассудства и советуют ему в следующий раз использовать оружие, потому что, даже если этот парень превратится в зомби, миру придет конец. Ча Пен Хо смеется от радости, не представляя, что его могут укусить тупые зомби. Он даже хвастается, что он на другом уровне, и зомби для него просто медлительные слабаки. Пен Хо особенный, он понял их стиль боя. Он даже оскорбляет своих солдат, называя их бесполезными, поэтому не берет их с собой на бой. Хотя солдаты обижаются, они знают, что он праведный. Очистив всю группу от зомби, синий ястреб чувствует боль в суставах, что, к сожалению, является следствием его возраста. Но ему все равно скучно убивать зомби каждый день, когда никто не бросает ему вызов.
Ну, кажется, его желание исполнилось, потому что один из зомби-едоков снова поднялся, показывая, что он еще не умер. Пенга с удивлением видит, что существо улыбается ему. Злобный зомби бросается на него как демон сонного паралича, но прежде чем он успевает что-то сделать, наш парень наступает на него своим дорожным катком, превращая его в томатную пасту. Солдаты потеряли дар речи, а полковник насторожился. Помните, что он говорил раньше о том, что он на другом уровне и чувствует силу зомби? Ну, дело вот в чем. С каждым шагом, который делает наш парень, полковник Пенг Хо видит, как над телом Мин Сока нависает сама смерть. Как будто он только что встретил самого сильного зомби на свете. Но чтобы окончательно сбить его с толку, Мин Сок представляется и говорит, что путешествовал с капитаном Хери. Он просто хочет помочь, но полковник чувствует такой ужас, исходящий от него, что буквально нападает на Мин Сока. И я не шучу. Этот парень выглядит так, будто вложил все силы в удар топором. Когда он собирается нанести удар, солдаты видят, что их полковник нападает на невинного человека, как будто он сошел с ума. Но, к их удивлению, обычный человек Мин Сок ловит топор одной рукой, что практически невозможно сделать с такой скоростью. Одно присутствие Мин Сока пугает полковника до такой степени, что он приказывает немедленно объявить тревогу, заявляя, что человек перед ним не человек, а монстр. Конечно, наш парень понимает, что не сможет обмануть этого парня, как остальных. Поэтому он начинает с того, что называет имя полковника, а затем бьет по тому же топору с такой силой, что тот разлетается на куски. Мин Сок настаивает, что хочет остаться здесь, поэтому первое, что он собирается сделать, это убедить полковника, что он чист. В то же время, зная, как полковник ведет дела, эксперт по зомби понимает, что его слов будет недостаточно. Поэтому на этот раз он сыграет в игру, которую Пенг Хо любит больше всего. Полковник с улыбкой на лице наблюдает за тем, как стоящий перед ним человек принимает боевую стойку. Полковник воспринимает это как приглашение к бою. Конечно, не задумываясь ни на секунду, мужчина снимает ремни, готовясь к драке. За свою жизнь синий ястреб повидал немало сумасшедших, но он и представить себе не мог, что кто-то вроде Мин Сока уже знает о его интересе к дракам. Полковник полностью сосредотачивается на нашем главном герое и бросается на него как ракета, готовая вот-вот взорваться, отчаянно надеясь разгадать тайну такого человека, как Мин Сок. Внезапно появляется капитан Гуак, и Хири даже не успевает задать ему вопрос, как он хватает пистолет и направляет его на нее, чем выводит ее из себя. Капитан Гуак настороже, потому что знает, что монстр, напавший на их лидера, похоже, как-то связан с Хири, раз она назвала свое имя. Это означает, что она тоже представляет угрозу. Хири не понимает, что это значит, пока солдаты не называют полное имя Рю Мин Сока, как он сам сказал. И снова никто не знает, кто этот человек, кроме тех, кто пришел на базу. Больше всех переживает любимая дочь Мин Сока, которая боится за отца. Возвращаясь к сцене боя, этот парень демонстрирует силу Сайтамы. Один удар способен разрушить целую стену, и полковник, уклоняясь от атаки, напуган. Разрушенная стена – лучшее доказательство того, что у этого парня есть сверхчеловеческие способности. На самом деле синий ястреб думает, что это даже забавно, что наш парень все еще считает себя человеком. Полковник наносит удар ногой, но Мин Сок блокирует его сверхчеловеческими рефлексами. В следующую секунду он исчезает и успевает обойти полковника. Мин Сок готов уничтожить этого человека. Но, как ни странно, синий ястреб все еще очень быстр, потому что он уворачивается от удара, даже когда его застают врасплох. В этот момент полковник наносит мощный удар в лицо Мин Соку, нанося ему урон. Это безумие сражаться с суперчеловеком-зомби и все еще стоять на ногах. Какой крутой парень. Оба переводят дыхание, и полковник хватает Мин Сока за воротник, обвиняя его в том, что он притворяется и сдерживает свою силу. Это главная причина, по которой он смог уклониться от предыдущего удара, не получив повреждений. Мин Сок подтверждает его слова, соглашаясь, что он действительно сдерживает свою силу, потому что если он действительно выложится на полную, это приведет к смерти полковника. А он этого не хочет. Дело в том, что это не просто пустая угроза, которую бросает тощий парень после драки с тобой на улице. Это говорит парень, который может пробивать стены и разрушать их. Полковнику нелегко это принять, но это правда. С самого начала сражения и до сих пор каждая клеточка его тела кричала, что между ними огромная пропасть. Полковник в замешательстве и растерянности ищет объяснения, сомневаясь в своих мотивах.
Проще говоря, наш парень говорит, что пришел сюда, чтобы попросить защиты. Его слова настолько забавны, что полковник громко смеется ему в лицо. Его реакция оправдана, ведь он только что столкнулся с самым сильным парнем на планете, а этот парень теперь просит защиты. Любой бы рассмеялся. Но потом Минсок раскрывает истинную причину своего беспокойства. Он беспокоится не о себе, а о своей любимой дочери Рюдаме, которая сейчас окружена солдатами вместе с Хери. Несмотря на огромную силу, нежный отец просит защитить только свою дочь, чтобы остаться под защитой бригады. Его слов недостаточно, и он это знает, поэтому Минсок даже встает на колени. Вот это настоящая любовь. Он не думает о своем эго, он просто подчиняется, зная, что это спасет его дочь. И ради этого Минсок готов сделать все, что попросит полковник, если тот гарантирует выполнение сделки. Той ночью сцена переносится в убежище бригады. Здесь живут обычные выжившие, но их отношение меняется. Услышав, что Рю Минсок монстр, они испытывают ужас. Они начинают подозревать нашего парня в недобрых намерениях и даже замечают, что у него нездоровый цвет лица и что он слишком силен. В результате все начинают думать, что он зомби. Кстати, о нашем парне. Несмотря на все, что он сделал для полковника в тот вечер, его все еще держат в плену и не отпускают. Он вспоминает слова Синего Ястреба, который обещал выполнить свою часть сделки и позволить всем остаться в бригаде. Но больше всего он беспокоится о Минсоке, особенно потому, что такой человек, как он, очень опасен, если оставить его одного. Поэтому Минсок сам предложил изолировать и задержать его, чтобы завоевать доверие бригады и ее людей и показать, что он не представляет угрозы. Хотя сейчас он один, его дочь Дэми так сильно его любит, что пришла навестить. Она подбадривает его с другой стороны, и это самое счастливое чувство для отца – видеть, что его ребенок жив и здоров. Дэми рада сообщить, что после того, как объявили чрезвычайное положение, солдаты действительно очень хорошо о них заботились, даже разрешили ей навестить отца. Ей не нравится, что в убежище так тесно. Даже после того, как он столько вытерпел ради дочери, Минсок извиняется, что не смог сдержать обещание. Она удивлена, но он чувствует себя виноватым, что во второй раз ее предал. В этот момент он начинает думать, что она действительно разочаровалась в нем из-за того, что он не сдержал слова. К его удивлению, она стучит в окно и напоминает ему о его неоценимой помощи. Если бы папа-зомби не сделал то, что сделал, то никто из людей не смог бы укрыться в бригаде. Вместо того, чтобы чувствовать себя виноватой, она радостно улыбается ему и позволяет насладиться чувством выполненного долга, даже если другие его осуждают. Честно говоря, мне очень жаль этого парня. Он так старается, а люди все равно его осуждают. Но что насчет Дами? Она в последний раз напоминает отцу, что полностью ему доверяет. Этот трогательный момент заканчивается тем, что Дами понимает, что ей пора возвращаться из-за предстоящей переклички. Попрощавшись с отцом, девочка убегает, оставляя Минсока довольным, что он ее видит, даже в таком положении. Но вот реальность. Каждый шаг, который делает Дами, переполняет ее эмоциями. В какой-то момент она начинает плакать, что означает, что она действительно старалась выглядеть счастливой перед отцом. Что касается Минсока, то он чувствует то же самое. Хотя они обнимаются, реальность такова, что им обоим очень тяжело быть вдали друг от друга. В камере Минсока появляется свет надежды, когда туда заходит сержант. Он пришел забрать его на встречу с полковником. В следующей сцене Синий Ястреб указывает на определенное место на карте. Это станция, где, как они подозревают, выжили несколько человек. Они действительно получили сигнал несколько минут назад, что подтверждает их подозрения. Однако среди полученных сигналов есть странная частота, причину которой они пока не выяснили. Скорость – это главное в этой операции, а значит, их отряд должен быть эффективным, чтобы справиться со всем. Поэтому полковник собрал элитный отряд, в котором всего 2 человека. Один из них сам полковник, а второй наш парень Минсок. Что-то мне подсказывает, что они собираются устроить зомби настоящую проверку на прочность своим отрядом из 2 человек. В любом случае, полковник хочет использовать эту возможность, чтобы проверить решимость Минсока и его любовь к дочери, чтобы наконец понять, готов ли отец на все ради нее. Услышав эти слова, наш парень разрывает цепи как чертов супергерой. Это значит, что он всегда мог сбежать, но не сделал этого ради дочери. Минсок спрашивает, когда они уезжают, и полковник с улыбкой отвечает, что они выезжают прямо сейчас. Синий Ястреб говорит, что они выезжают прямо сейчас, и, боже мой, ауры обоих на этом финальном кадре говорят мне, что зомби уже не жильцы. Так начинается операция по спасению на станции Гупа.